I said we would try to calculate how long the conquest took. Я вам говорил о том, что мы хотим попытаемся с вами подсчитать, сколько времени занял период завоеваний. How many years from the time they entered the land till the land was conquered and they could divide it among the tribes? Сколько лет прошло с того момента, как израильтяне вошли в землю, и до того момента, как они завоевали ее и могли поделить между коленами? Maybe it'd be best for us to look at Joshua 14. И чтобы посчитать, нам нужно с вами открыть 14 главу книги Иисуса Навина. And we should probably read verses 8 through 10. И прочитать с 8 по 10 стихи. This is when the land is being divided among the tribes. Здесь описано, как земля делилась между коленами. And Caleb remembers and talks about what had happened back at Kadesh Barnea when the spies came back. И Халев припомнил тот момент, который произошел в Кадес Барнеа, Кадес Барнеа, не помню название места, еще в пустыне, когда шпионы выслеживали землю. How many years did Israel wander in the wilderness? Сколько лет израильтяне провели в пустыне? Okay, 40. We could go back to the book of Numbers and find that from the time they left Egypt till they first sent the spies into the land was 2 years. Если мы с вами обратимся к книге чисел, то мы увидим, что с того момента, как израильтяне вышли из Египта, до того момента, когда они послали первых соглядатаев в Ханаан, прошло 2 года. And during those 2 years, God gave the law on Sinai. И за протяжении этих 2 лет Господь дал закон израильтянам на горе Синай. And all the law concerning worship, the tabernacle. Все заповеди, касающиеся поклонения, касающиеся скинии. So there's a lot that happened those first 2 years. Так что очень много событий произошли за эти 2 года. So presumably, from that point where the spies came back, так что предположительно с того момента, как соглядатые вернулись из своего шпионского рейда, to the time they eventually entered the land, that's 38 more years. До того момента, как израильтяне вошли в землю обетованную, прошло 38 лет. From Egypt to Kadesh Barnea, 2 years. От Египта до Кадес-Варни 2 года. And then from Kadesh Barnea to the entry of the land, 38 more. И от Кадес-Варни до входа в землю обетованную 38 лет. Okay, and that makes the 40 years. Таким образом, у нас получается 40 лет. What Caleb is talking about here in Joshua 14 is в 14 главе книги Иисуса Навина, о чем говорит Халев, is what happened at Kadesh Barnea 2 years after they left Egypt. Он говорит о событии, которое произошло в Кадес-Варне 38 лет назад. Let's read 8 through 10. Давайте прочитаем с вами с 8 по 10 стихи. «Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу, Богу моему. И клялся Моисей в тот день и сказал: земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу, Богу моему. Итак, вот Господь сохранил меня в живых, как Он говорил, уже 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие. И теперь ходил по пустыне, сказал Моисею слово сие, и Израиль ходил по пустыне. Теперь вот мне 85 лет». Okay. Just keep that in your head. Запомните, if you can. Если у вас получится. The date of Solomon's 4th year as king is generally fixed at 966 BC. Solomon's 4th year. 4-й год царя Соломона в истории запечатлен датой 966 год. 4-й год правления царя Соломона. The reason we talk about his 4th year is because 3 Kings 6 and verse 1. Почему мы говорим о его 4-м годе правления? Потому что в 3-й книге Царств 6:1 says that 480 years before Solomon's 4th year, the Exodus took place. Потому что там написано о том, что от выхода из Египта до 4-го года царствования царя Соломона прошло 480 years. 480 лет прошло. So,
We've got the Exodus taking place at 1445, 1446, somewhere there. Так что исход произошел приблизительно в 1446-45 годах. Then we take the 40 years of wandering, Поэтому мы отнимаем 40 лет странствований в пустыне. and that brings us to the state we've already talked about, 1406, 1405. И мы подходим к той дате, о которой мы с вами уже говорили, 406-405 года до нашей эры. But now, what we read in Joshua 14 Но вот то, о чем мы читаем в 14 главе книги Иисуса Навина, says that the time from Kadesh Barnea to the time that the land is conquered was 45 years. Здесь нам говорится о том, что от событий в Кадес-Варне до того момента, когда земля была захвачена, прошло 45 лет. 38 of those years were the years of wandering. 38 лет из этого периода припадают на странствование в пустыне. From Kadesh Barnea, the first spies, to the entry of the land. От событий в Кадес-Варне до входа в обетованную землю. So if you subtract 38 years from the 45 that Caleb is talking about, you have 7 years. Поэтому если отнять 38 лет от 45, о которых говорит Халев здесь, получается у нас 7 лет. Those 38 years from Kadesh Barnea to the entry of the land, and then 7 more years of conquest equal to 45. Итак, от событий в Кадес-Варне проходит 38 лет, израильтяне входят в землю обетованную, и еще 7 лет у них уходит на завоевание. Do you follow? Понимаете? That's what gives us this figure of 7 years for the conquest. Вот откуда мы берем эту цифру, 7 лет, которые ушли на завоевание земли. Does that make sense, or did I confuse you? Я вас запутал, или вы понимаете, о чем я говорю? Понимаю. We would have subtracted 40 years from the 45 that Caleb speaks of. Вообще, логически мы бы с вами отняли 40 лет от тех 45, о которых говорит здесь Халев. But Caleb is starting those 45 years from Kadesh Barnea. Но Халев говорит, что отсчет идет не от исхода, а от событий в Кадес-Варне. All right? Let's look at one more. And this is going way back. Well, no. Well, that's going back. Life of Moses. Давайте вернемся немножко назад. Поговорим с вами о жизни Моисея. Moses' life can easily be divided into 3 40s. Жизнь Моисея можно поделить на 3 периода по 40 лет. He lived 120 years. Он жил всего 120. Spent the first 40 years growing up in the court of the Pharaoh of Egypt. Первые 40 лет он провел в Египте, воспитываясь в семье фараона. Egypt was the greatest dynasty of the world in that На тот момент Египет был самой могущественной империей в мире. He would have had the finest education. Моисей получил самое лучшее образование, которое можно было получить на то время. Probably, as the adopted son of the Pharaoh, probably had a military education as well. И будучи усыновленным сыном фараона, Моисей также был обучен армейскому делу, скорее I don't всего. know that for sure. I just say it's В этом probably. я не могу быть уверен, но можно сделать такое предположение. Okay, so those first 40 years would have been 1526, 1486. Итак, первые 40 лет его жизни это с 1526 по 1486 год. Then remember, he runs away after he kills the Egyptian, and he spends 40 years in Midian. Потом, если вы помните, он убил египтянина и убежал из Египта, и 40 лет он провел в пустыне Мадьямской. Now he learns the ways of the desert for 40 years. И так он изучил жизнь в пустыне за эти 40 лет. What an education God gave Moses for the last 40 years of his life. Хорошую подготовку Господь сделал ему на последующие 40 лет его жизни. If you and I go to school for 3 or 4 years, we think that's a long time. Мы с вами, когда идем в университет или в институт, 4-5 лет учимся, а нам кажется, что это много. Poor Moses, maybe he's a slow learner. He's in God's school for 80 years. Но Моисей, наверное, много оставался на второй год, потому что в Божьей школе он провел 40 лет. Long time to train. Долго обучался. But everything he needed to know to lead God's people,
out of Egypt and through the wilderness God gave him in those 80 years. И все, что ему нужно было знать, чтобы вывести народ израильский из Египта и водить его 40 лет по пустыне, Моисей узнал за первые 80 лет своей жизни. And then, the last 40 years of his life, he spends leading Israel out of Egypt and onward to Canaan. И последние 40 лет своей жизни Моисей провел, выводя Израиля из Египта и пребывая с ними в пустыне. Leads him right up to the entry of the land. God takes his life. И перед самым входом в землю обетованную Господь забрал жизнь Моисея. To me, this is very interesting. Мне кажется, это очень интересно. In 1976, I started a church in Pennsylvania. В 76 году я начал церковь в Пенсильвании. And I was the pastor of that church for about 30 years. И пастором этой церкви я был около 30 лет. Then my wife and I moved to Ukraine. Потом мы с женой переехали в Украину. Let's see, I was 26 when I started the church. Мне было 26 лет, когда я начал церковь. So we moved to Ukraine after about 30 years. Через 30 лет мы переехали в Украину. And I don't know if I'm going to be 30 more years in Ukraine. И я не знаю, проведу ли я еще 30 лет в Украине. I think I won't live that long. Я не думаю, что я так долго проживу. And now I'm almost 65. Сейчас мне почти 65 лет. And in America, people usually retire by the time they're 65. В Америке люди в 65 лет обычно выходят на пенсию. I don't want to retire. Я не хочу идти на What пенсию. would you do? Sit at home? Go fish? Я не хочу сидеть дома, ходить на рыбалку. So I've been praying that maybe I could be like Moses and the last years would be the very best years. И у меня есть надежда, что, может быть, как и для Моисея, Господь приготовил последние года моей жизни, что они будут самыми такими впечатляющими годами. We'll see. Посмотрим. Okay. I wanted to show you this, just for your interest. И эту информацию я вам даю просто для общего развития, для вашего интереса. The largest pyramid in Egypt is the Great Pyramid of Cheops. Самая большая пирамида, которая находится в Египте, это пирамида Хеопса. Or sometimes he's called Khufu. Или иногда ее еще называют Хуфу. That sounds neater, Khufu. Интересно звучит, да, Хуфу. Okay. That was built around 2560 BC. Ее построили в 2560 году, приблизительно, до нашей эры. Didn't we say that Abraham first went down into Egypt, from Canaan into Egypt, at about 2190 BC? Авраам впервые посетил Египет в 2195 году. So almost 400 years before Abraham went into Egypt, that pyramid was built. It was standing for almost 400 years before. Так что до того, как Авраам впервые пришел в Египет, эта пирамида уже простояла 400 лет. This is one of the 7 wonders of the ancient world. Она является одним из 7 чудес древнего мира. And it's the only one that is still mostly intact. И это единственное из этих 7 чудес, которое даже практически в целости сохранилось до наших дней. The base of that pyramid covers about 5 hectares. 5 гектар занимает основание пирамиды. My wife and I were in Egypt in 1978. Мы в 76 году с женой были в Египте. You go to the pyramid, В you get 78-м. to ride a camel. И чтобы посетить пирамиду, нам нужно было ехать верхом на верблюда. Then you get to smell like a camel the rest of the day, И до конца дня вы пахли как верблюд. if you like that sort of thing. Ну, если вам нравятся такие приключения. When you stand on the desert and look up, the pyramid looks huge. И когда вы находитесь в пустыне и смотрите издалека на пирамиды, они представляются вам как огромное здание, Constructed of huge blocks of stone. построенные из огромных каменных блоков. And today, the stone goes like this. И в наши дни эти камни, они как ступеньки идут такие. But when it was first built, they were nice, smooth, white sides of alabaster stone, like a soft marble. И в древности, когда были построены пирамиды, они были заштукатурены алебастром, так что стороны пирамид были ровненькие,
без вот этих вот выступов. And that coating wore off or broke off over the centuries. И просто штукатурка, она уже выветрилась, отпала на протяжении веков. But imagine what that must have looked like in the sunlight or even in the moonlight. Но только представьте себе, какую красоту они из себя представляли при солнечном свете или при свете луны. This is made of approximately 2,300,000 blocks. Ее построили приблизительно из 2 миллионов 300 тысяч блоков. And 210 layers of stone. 210 слоев камней. We asked our Egyptian guide if this had been built by slaves. И мы спросили у нашего гида, египтянина, кто построил пирамиду? Рабы построили? He says, "Oh, no. They were religious volunteers." Не-не-не, ее построили религиозные волонтеры. I think they were slaves. Я думаю, что это и есть рабы. It would be news to them that they had volunteered. Думаю, для них это была бы новость, что они добровольцы. Each of those blocks weighs about 2,300 kilos. Каждый блок весит приблизительно 2300 килограмм. Now, don't we kind of look at ancient people as being probably ignorant and not so bright as we are today? Так, глядя на такое сооружение, можем ли мы сделать вывод о том, что люди в древности были необразованными и очень мало имели знаний? It's strange that we would think that way. Странно, что мы такие предположения делаем. When ancient people were able to engineer and build something like this. Учитывая то, что древние люди могли спроектировать и построить что-то подобное. This is about 147 meters high. И где-то 147 метров в высоту пирамида Хеопса. Which makes it about as high as a building with 50 levels, 50 floors. Это как 50-этажное здание. Yeah, imagine. Просто только представьте себе. They needed to have little blinking lights on the top so airplanes wouldn't hit it. Единственное, чего они не добавили в конструкцию, это маячок на верхушке пирамиды, чтобы самолеты не врезались. Okay. These aren't great photos, but Cheops is the largest one. Это не самая лучшая фотография, но пирамида Хеопса это самая высокая пирамида на этом изображении. Another photo, and you see some of that original lining still existing. И вот на этой фотографии видно остатки изначальной штукатурки, которая была на поверхности пирамиды. Позже. Я слышал мнение, что штукатурка не от солнца отсыпалась, что ее растащили во время того, как строился город. He heard that this alabaster plastering was stolen in the time when cities were built. That's very probable. Может быть, да, очень правдоподобно. Yeah, I didn't know that, but Я этого не слышал, но это that would be very likely. вполне вероятно. Там еще, я слышал, что говорят, что пирамиды были построены до потопа, потому что анализ, также были даже следы больших дождей, до потопа. This man heard the version that there was like a theory that these pyramids were built before the flood because of analysis of some big drops in blocks or whatever. But this is just a guess. Yeah, I think time-wise that's not likely. Но я думаю, по времени это не совпадают эти даты, не могло так быть. Let me think about that. Maybe Я I об can этом comment better подумаю. tomorrow. Может быть, завтра вам дам хороший ответ. And I'm sorry these photos aren't better. И прошу прощения, эти фотографии не намного лучшего качества. The Sphinx is also huge. Body of a lion, face like a man. Сфинкс тоже это огромная скульптура. Тело льва, лицо человека. And under and around the Sphinx are the ruins today of a temple. A temple was centered around that. И вокруг сфинкса находятся руины храма. В древности там был большой храм. This shows, and again, I'm sorry about the picture, but today you can enter that pyramid from the side and go up a little stairway cut in the stone to the room where they would have had the burial. В наши дни вы можете зайти здесь в пирамиду, немножко подняться по ступенькам вверх и войти в гробницу, там, где хоронили. But when you're inside that room, you kind of
you kind of start thinking about all the weight of stone that's above you, and it's not very comfortable. Но когда вы находитесь внутри гробницы, вы начинаете себе представлять, сколько слоев камней над вами, и чувствуете себя немножко некомфортно. And there's no body in there. It's just a large stone platform in the center of a room. Ну и там уже нету мумий, потому что от них остались только большие, гробницы каменные. In your notes, we're going to talk about the political situation at the time of the conquest. В ваших конспектах описана политическая ситуация во время завоевания. And I want to give you a little bit of information about 6 powers, world powers, around Israel at that time. Я хочу поговорить о 6 важных мировых сильных державах, которые имели власть на то время в 6 мире. that were near to Israel and had an influence upon that area. 6 государств, которые находились недалеко от Израиля и имели значительное влияние And we start out with Egypt. на эту землю. И мы начнем с Египта. I tipped this map so that it would be the way we normally look at maps. This way's north, this way's east. Here's Israel. Я эту карту перевернул, чтобы у нас было, стандартное географическое расположение. Север сверху, юг снизу, восток запад. Let me tip it back. Сейчас разверну обратно. Okay. Here's, yeah. Now east is up. Теперь восток сверху будет у нас. But here's Egypt, Вот Египет, Canaan, Arabia. Ханаан, Аравия. I'll mention in a little bit a group of people called the Mitanni. Я скажу еще о группе людей, которых называют матани, Which had some influence. которые тоже произвели определенное влияние. Here, in part of what today is Turkey, is the Hittite Empire. Вот эта часть мира сейчас известна как Турция, а в то время это была Хиттейская империя. And then this is still part of Turkey. We have Ephesus down here, Troas, some places you'd И вот эта recognize. земля, это тоже современная Турция, там находятся такие города, как Ефес, Колосса. Is it frustrating to you when we tilt the map in a way we're not accustomed to? Не очень сложно вам воспринимать, когда мы переворачиваем карту таким образом. Okay, we're back to a map looking a little more normal. Egypt. Вернемся к нормальному расположению карты. And notice, here's the Nile River. Вот это река Нил протекает по Египту. So because Egypt isn't well watered by rains, the majority of the population lives close to the Nile. Поскольку в Египте не так часто идут дожди, в основном Египет был заселен вдоль реки Ефрат. Вдоль реки Нил, извините. Вдоль реки Нил. Here's Damascus, Вот Дамаск. a city of Syria, correct? Это город сирийский. Aram was the Hebrew word for Syria. Арам – это еврейское название Сирии. Here again, the area of the Mitanni, Вот это царство Матани, the Hittites. это хиттейское. When we get to the Hittites, I'll mention their capital city, Hattusa. И когда мы говорим о Хиттеях, нужно сказать, что столица этой страны была Hattusa. Хаттуса. There are remains found of the capital city of the Hittites. И археологи нашли остатки этой столицы, остатки столицы Хиттеев. Maybe we should take a class trip and visit those. It would be fascinating. Было бы замечательно, если бы мы могли всем классом отправиться в путешествие и посмотреть эти раскопки. Especially since for hundreds of years, archaeologists and historians said there was no Hittite empire. That's just something the Bible invented. Потому что сотни лет археологи и историки говорили о том, что не существовало никакой хиттейской империи. Это просто выдумка, которая содержится в Библии. But then they started to find major archaeological evidence for this empire. Но в конечном итоге они нашли археологические подтверждения существования этой империи. And even found the capital city. И даже нашли столицу этой империи. Okay, so let's consider Egypt first of all. Но в первую очередь давайте сфокусируем наше внимание на Египте. Egypt appears in history somewhere around 3000 BC. Египет появился в истории где-то 3000 лет до нашей эры. But even then, at 3000 BC, it apparently was already a highly cultured society. Но даже до
до 3000 года до нашей эры Египет был высококультурным народом. Do you remember ever reading or hearing anything about the Hyksos rulers? Слышали Of когда-нибудь что-нибудь, может быть, читали или слышали о Гиксосах? It was a group of foreign people who came from the east and overcame Egypt and ruled Egypt for a number of years. Это восточная народность, которая пришла и захватила Египет и правила там сколько-то лет. When you talk about Egypt, they talk about Lower Egypt and Upper Egypt. Когда изучается история Египта, то речь идет о Вышнем Египте и Нижнем Египте. Thing is, Lower Egypt is up here, Upper Egypt is down there. Интересно, что Нижний Египет находится ближе к Средиземному морю, Вышний Египет дальше от него. Because the Nile River runs this direction, this is considered upper. И поскольку река Нил течет к морю, а не от него, то вот это считается вверх, а там вниз. Well, these people called the Hyksos came in about the 18th century BC. 18th century. И гиксосы в 18 где-то веке до нашей эры захватили Египет. And they dominated Lower Egypt for about 150 years. They ruled. И они правили Нижним Египтом на протяжении 150 лет. When the Egyptians finally got strong enough to drive them out, И в конце концов египтяне окрепли и выгнали их. you can imagine how much they feared and hated the idea that any foreigners would come in again and take over. И вы можете себе представить за это время правления чужого народа, насколько египтяне возненавидели возможность пришествия других народов и взятия их в плен. They were expelled from Egypt in about the middle of the 16th century. Гиксосы были изгнаны из Египта в середине 16 века. But remember now, the exodus from Egypt comes in the middle of the 15th century. Если вы помните, выход Correct. из Египта произошел где-то в середине 15 века, правильно? Yes. Да. So in the minds of the rulers of Egypt, this horrible thing of being dominated by foreigners would still be very fresh. Так что в сознании египтян вот эта возможность доминирования чужеземного народа, она по-прежнему оставалась очень наглядной. And you can understand that in the minds of the rulers of Egypt, they were very concerned when they saw the Jews' population growing in Egypt. И египетские правители, они очень сильно были обеспокоены, когда видели, что израильтяне очень сильно разрастаются в Египте. They had some interesting influences over Egypt. И израильтяне производили свое влияние на египтян. They were the ones who introduced the war chariot. The Hyksos introduced the war chariot to Egypt. Гиксосы научили египтян строить боевые колесницы. I give you some dates here. Number one in your notes, the decline of the 18th dynasty. That's not 18th century. That's Egypt's 18th dynasty. Я дал вам некоторые даты в конспекте, и первая дата — это падение 18-й династии. Это не 18 век, не перепутайте, это 18-я династия египетская. And we start out with Amenhotep II. И мы начинаем с Аменхотепа II. He was the pharaoh during the time of the Exodus. Он был фараоном во времена Исхода. The pharaoh that Moses and Aaron had to deal with every time they'd go in and say, "Let my people go." Это тот фараон, к которому Моисей с Аароном приходили и постоянно говорили: «Отпусти народ мой». I said that maybe Moses was a slow learner. This guy especially was a slow learner. Я сказал, что Моисей долго учился, то этот парень вообще долго учился. And we give dates here, И approximate dates. у нас есть приблизительные даты правления этого фараона. But let me back up just a little bit. This might be of interest to you. Но давайте немножко отодвинемся еще назад во времени, чтобы посмотреть на кое-что, что будет вам интересно. If you ever study Egyptian history, Если вы когда-нибудь изучали историю Египта, it might be interesting to you when you come to the name Thutmose I. будет вам интересно, если вы прочтете о фараоне, о таком имени, то Тутмос IV. He was the one who decreed
that all the Hebrew baby boys were to be killed. Это тот фараон, который выпустил указ о том, чтобы все младенцы в Египте были умерщвляемы. In Exodus chapter 1. То есть события, которые описаны в книге Исход в 1 главе. Okay? He's a pharaoh who is well known in Egyptian history. Это был знаменитый фараон в истории Египта. His son became ruler after him, Его сын стал правителем после него, and he was known as Thutmose II. и его имя известно как Тутмос II. Now, Thutmose I had a daughter. She's known in history as Hatshepsut. У Тутмоса I была дочь Hatshepsut? Yeah, I don't. Хатшепсу, да, есть такая египтянка знаменитая, I Хатшепсу. thought. That's the name in English. Это английское название, английское имя. And there are statues of her, Есть вот статуи Хатшепсу. and a temple built by her or built in her honor. И есть храм, который в ее честь построен. An enormous temple, Большой храм. whose ruins look like this today. И руины этого храма вот так выглядят в наши дни. Well, this was the Pharaoh's daughter who pulled baby Moses out of the Nile River. И вот эта Хатшепсу, это та дочь фараона, которая достала Моисея из реки Нил. I think that's interesting. Разве это не интересно? And that's why I like to be able to see where secular history intersects with Bible Вот history. почему мне нравится видеть, как светская история сопоставима с библейской историей. So she's the daughter of Thutmose I. Так она была дочкой Тутмоса I. Her half-brother, Thutmose II, becomes Pharaoh, Ее брат-полукровка стал фараоном Тутмосом II. and she marries him. She's married to her half-brother. И она вышла за него замуж, за брата-полукровку. I have a wonderful sister, just one sister. You have? Mhm. У меня была замечательная сестра. The last thing I'd want in the world is to be married to my sister. Последняя идея, которая пришла бы мне в голову, это жениться на ней. And she would say the last thing in the world she would want И она призналась, что это последняя мысль, которая ей была в голову. would be to be married to me. Выйти за меня замуж. Okay. So, Queen Hatshepsut И вот эта remains queen царица Хатшепсу after her husband dies, оставалась царицей после смерти своего мужа. but she shares power with Thutmose III, Но она разделяла власть с Тутмосом I, which is her stepson. который был ее приемным сыном. Now, this is probably historically the Pharaoh who arose, who did not know Joseph, and who made the Israelites' lives so difficult. И, возможно, это и был тот фараон, который не знал Иосифа, который усложнил жизнь израильтян. And Moses would have been born during the time of his reign. И Моисей мог родиться во время его правления. And then after him, back to your notes, Amenhotep II. И после него в ваших конспектах идет Аминхотеп III. The third, right? Well, the first one. This one. Second. Yeah. И после него то, что у вас в конспектах, Аминхотеп II. Пришел к власти. During the time he was Pharaoh, Egypt was enjoying unparalleled economic growth. И во время его правления Египет переживал невероятный экономический подъем. And Israel had power over countries to the north. Израиль? Egypt had power. И Египет в подчинении завоевал страны, которые находились на севере от него. But it's during his reign, during this time of great growth and power in Egypt, that God delivers Israel out of Egypt. И во время этого великого экономического процветания Господь вывел израильтян из Египта. What could God do more than that to show his power? Что Бог еще мог сделать больше, чтобы показать свою силу? And to show that he could control nations of the world. Чтобы показать, что все народы мира подчиняются ему. Okay, after Amenhotep is Thutmose IV.
И после Аминхотепа к власти приходит Тутмос IV. He was the son of Amenhotep II. Он был сыном Аминхотепа II. Did I write that in for you? No. Why don't you write that in? Number 1, Запишите пункт 1. the son of Amenhotep II. Он был сыном Аминхотепа II. Тутмос IV сын Аминхотепа II. And you might note under that, number 1, you might note that he was the second-born son of Amenhotep. И вы можете где-то у себя отметить, что он был вторым сыном Аминхотепа II. This is not normal. Это кое-что необычное. The second-born son would not be the one who would become king. Обычно второй сын не становился правителем. So there's a very easy answer to this. И есть очень легкий ответ на эту проблему. How is it that he became the pharaoh rather than his older brother? Как получилось так, что он стал фараоном, а не его старший брат? Наверное, тот умер. Что? Наверное, тот умер. Probably the first one died. Yeah, how? Как он умер? Война. War. He died during the plague. The plague of the death of the firstborn throughout all of Egypt. Нет, старший брат погиб во время казни египетских. The night of the Passover. В пасхальную ночь. Okay? Окей. So it's interesting, you look in secular history and you say, why in the world would the second-born son become king? You look in the scripture and you find, he died at the hand of the death angel. Это очень забавно, вы изучаете светскую историю и видите, почему второй сын стал царем, как так произошло. Смотрите в Библию, и там написано, что первенцы были умерщвлены, первенец погиб. Okay? Number 2. Второй пункт. This guy didn't do so much by way of military conquests. He relied on making treaties with other nations. Этот фараон, он не прославился своими военными завоеваниями, он был известен тем, что заключал много союзов дипломатических. I would say it this way, he was a lover, not a fighter. Я бы так сказал, он больше был любовником, чем воином. When I was 16 years old, I left home. Когда мне было 16, когда мне было 16 лет, я ушел из дому. I have a twin brother. He looks just like me. И у меня был брат-близнец, который выглядел He talks just like me. точь как я. He talks just like me. И очень его речь была очень похожа на мою речь. If he was standing here right now, it would be confusing for you. Если бы он сейчас здесь стоял, вас бы это запутало. Now, he's a businessman. He's a believer. Он сейчас бизнесмен, он верующий. He's a deacon in a Baptist church in Florida. И он диакон баптистской церкви во Флориде. My older brother says, why would God make only one of you? I mean, one of me and two of you. И мой старший брат говорит, почему Бог сделал одного меня и два тебя? Now, this is a simple question to answer. И на этот вопрос есть простой ответ. Look at it this way, we say. Вот как мы ему отвечаем. My older brother is Jeff. Моего старшего брата зовут Джефф. Say, Jeff, when Chevrolet makes a car and no one wants it, they don't make another one. Когда мы отвечаем ему так, когда компания Chevrolet выпускает какую-то машину, никто не хочет ее покупать, они больше перестают выпускать эту But if машину. Chevrolet makes a car that's good, they make more. Но когда завод Chevrolet выпускает хорошую модель и все ее разбирают, Does that make sense to you? они начинают больше и больше производить. Yeah, Понимаете? he didn't accept that answer either. Но Джеффу не нравится такой ответ на этот вопрос. Okay. But anyway, my twin brother and I left home and we went to a boys' school in the east coast of the United States. Но мы с братом, когда мне было 16 лет, ушли из дому, оставили родительский дом и поступили в школу для мальчиков East Coast, Yeah. на восточном побережье Соединенных Штатов. This school had been in existence since the 1700s. Эта школа существует с 17 века. And they had a really good wrestling team and we wanted to be on that team. И у них очень хорошая команда по рестлингу, и мы хотели с братом вступить в эту команду. And the coach said to us, man, if you're going to be on this team, you have to decide whether you are lovers or fighters. И когда мы принимались в эту команду, тренер сказал нам, ребята, вы должны для себя решить, кем вы будете. Или вы будете борцами, или вы будете любовниками. He said that because during the time that we had wrestling season, we weren't allowed to have any dates with girls. Потому что когда он это сказал, потому что по той причине, что когда
был сезон рестлинга, сезон этой борьбы, ребятам, которые участвовали в команде, запрещалось встречаться с девушками. So he says, if you want to date, you got to leave this team. Тренер нам говорил, если вы хотите встречаться с девушками, вам нужно покинуть команду. What'll it be? You're going to be lovers or fighters? Так что вы должны для себя определиться, кто вы. Вы We all said- или любовники, или борцы. We're going to be fighters, coach. И мы все говорили, мы будем борцами, тренер. Right. This Pharaoh seems to have been a lover, not a fighter. Но этот фараон, он принял другое решение. Он решил быть любовником, а не борцом. Number 3. Третий пункт. He made only one military campaign into Canaan during the time of his rule. Во время своего правления этот фараон совершил одну военную кампанию в Ханаан. Which would have been significant if Israel was already in Canaan. И она она бы имела значение, если бы Израиль уже тогда жил в Ханаане. But it's interesting how God moves the affairs of kingdoms. Но это интересно, как Бог распоряжается делами всех этих царств. Because the one time he took an army up into Canaan, Israel was wandering in the wilderness during those years. Потому что когда этот фараон совершил военную кампанию на Ханаан, израильтяне еще находились в пустыне. So they were completely unaffected by this. Так что на них этот набег не имел никакого влияния. Okay, C, Amenhotep III. Итак, пункт С, Си, Аминхотеп III. You might make a note, number 1, that he had a long and peaceful reign. Можете под пунктом первым себе отметить, что он правил долго и его период правления был мирным. He did a lot of building during his reign. Во время своего правления он построил много зданий, But the kingdom started to crumble around the edges of his empire. но его царство начало понемножку давать трещины по границам империи. Now, it doesn't matter how you number these things I'm saying. Неважно, в каком порядке вы будете перечислять, под какими цифрами будете перечислять все, что я говорю, But I have in my notes number 2. но в моем конспекте под вторым пунктом записано вот что. He was interested in internal affairs of his kingdom, not beating other nations. Этот фараон был больше заинтересован во внутренних делах своей империи и не интересовался внешней политикой. He was interested in building, in the arts, in hunting. Ему интересно была архитектура, охота, искусство. His wife was a Mitanni princess. Его жена была принцессой из народности Матани. You remember where we found the Mitannis? Помните, где мы говорили с вами про Матани, про народ Матани? Oh, see if I can get back to the slides. Где раньше? The Mitannis were up here. Вот Матани. Over here. Вот Матани. Israel's here. Вот Израиль, вот Матани. And the Pharaoh down here married a princess from up here. Что фараон из Египта отсюда взял в жены принцессу из Матани, аж оттуда. Почему? Что? How did they find each other? Probably on Facebook. Good question. Maybe a youth rally. What? A youth rally. Youth rally? Yeah, maybe a church had gathered all the youth. На какой-то молодежной конференции. Or on Facebook. Right. Why would he marry somebody from way up here? Was Egypt out of good women? Ну зачем ему нужно было брать жену аж оттуда, что в Египте мало было красивых женщин? No, if you were a king, you married for political alliances. Нет, потому что когда вы царь, то нужно вступать в браки для того, чтобы заключать политические союзы. I marry this king's daughter, now he doesn't fight me and I don't fight him. Вот я взял себе в жены принцессу из этого народа, поэтому этот народ на меня не нападет, а я не нападу на них. Number 4 in my notes, his military campaigns are in the south. Четвертый пункт, его военные кампании были направлены на юг. So, he was mostly interested in internal affairs. He did make some military campaigns, but he went south. He didn't go up into that area. Он был больше заинтересован во внутренней политике, но также за период своего правления он провел несколько военных кампаний, но все эти кампании были направлены на юг. And the fifth note I make here, И пятый пункт у меня. he was the Pharaoh who was ruling while Israel was trying to defeat the Canaanites. Он был тем фараоном, который был при власти в то время, когда израильтяне воевали с хананеянами. He was on the throne of Egypt during the conquest of Canaan.
он был при власти в Египте, когда израильтяне захватывали Ханаан. From a human point of view, why would it be important that he was the king during the time Israel is trying to defeat the people of the land? С человеческой точки зрения, что важно в том, что Аменхотеп был царем в то время, когда израильтяне захватывали Ханаан. From a human point of view, it's important because there's no major power that Joshua and his armies have to deal with. There's no world empire. This guy's not messing around in Canaan. С человеческой точки зрения это важно, потому что в Ханаане не было какой-то доминирующей мировой империи. Египет в то время не был заинтересован в этих землях в северных. Они совершали военные кампании на юг. So Joshua only had to deal with the armies of Canaan. He didn't have to deal with the army of Egypt. Поэтому Иисусу Навину не приходилось сражаться с массивной египетской армией, он сражался с незначительными армиями хананейских народов. Now, I know, you're probably thinking, but God could have defeated the army of Egypt too. Наверняка вы мне скажете, но Господь мог даровать им победу также и над египетской армией. Sure he could. Конечно мог. But God didn't do it that way. He just removed them from being an influence in Canaan during those years. Но Бог по-другому распорядился, он просто убрал египетское влияние на этот период времени. But there's archaeological evidence that there were cities of Canaan that appealed to him for military help. Joshua comes in, and there were letters sent from some of these cities to the Pharaoh asking him to send an army and help them. Но археологи раскопали письма, которые были посланы от некоторых хананейских народов, чтобы египтяне пришли и защитили их от Иисуса Навина. There are letters that are called the Tel El Amarna letters. Tel El Amarna. Эти письма называются Тел Эл Амарна. Письма Тел Эл Амарна. And those are letters that are in existence today, И эти письма существуют по сей день. written from Canaanite cities to that Pharaoh asking him to send military help. Которые были написаны из хананских городов, взывая к египетскому императору, чтобы тот пришел и защитил их. And his response was just to ignore them. И он никак не ответил, он просто He проигнорировал. didn't send any armies up there to help them. Не посылал никаких войск на помощь. These letters were discovered in Egypt in 1887. В 1887 году нашей эры эти письма были найдены археологами в Египте. And they give us valuable information about the political and military situation at that time. И они предоставляют нам очень ценную информацию о политической и военной ситуации этого периода времени. And these letters constantly mention the need for military help from Egypt. И в этих письмах постоянно упоминается необходимость в том, чтобы египтяне помогли, оказали военную помощь этим народам. And they say there are people called the Habiru who are invading. И они называли народ, который на них напал, Хабиру. Is that a reference to the Hebrews? Maybe. Может быть, так они называли евреев. We don't know. Let's take a break. Мы наверняка не знаем. Хорошо, перемена.